Сожительство, гражданский брак или официальная свадьба? Что лучше? Так ли плохо в гражданском браке? И как можно подстраховать себя, если все-таки идти в ЗАГС за штампом в паспорте по каким-то причинам не хочется или не может? Поговорим про это в этом видео. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подписывайтесь, если вам эта тема важна, а также помните, пока еще есть возможность бесплатно пройти первую ступень моих курсов про отношения. Ссылка внизу, просто регистрируйтесь, оставляете почту и сразу начинаете смотреть видео. Многих людей пугает тема гражданского брака. Одна девушка под видео написала мне, что а правда, если мужчина не делает предложение в течение первого года, то значит он плохо ко мне относится, ведь казалось бы, надо же жениться как можно скорее. На самом деле, почему же люди так сильно боятся тему сожительства? Потому что как будто бы у женщины в этом варианте нет никаких гарантий. Но есть такая замечательная шутка в мире психологии, что гарантия в этой жизни есть только одна, что мы все когда-нибудь умрем. Все остальное не гарантировано на 100%. Поэтому даже официальный брак не так уж много гарантирует женщинам. Вы наверняка знаете очень много ситуаций, когда жена и муж разводятся, и, например, муж оставляет жену без копейки денег, или хуже, вешает на нее ипотеку, или кредиты свои, или забирает ребенка. И, в общем, историй таких дофига и больше. И они замечательно показывают нам, что не сам штамп в паспорте что-то гарантирует. Поэтому женщины, которые замужем официально, они точно так же не застрахованы от проблем при расставании финансовых, как и женщины, которые живут в гражданском браке. Но я знаю один способ, как в гражданском браке можно себя подстраховать. Представьте, что это уже ваш муж. Вы же живете вместе, вы же рубашки ему стираете, еду готовите, делаете все те же самые дела, что делала бы жена в официальном браке. Значит, совместный бюджет должен быть пополам. И значит, если он зарабатывает больше вас, а вы меньше, то все деньги нужно делить сразу и раскладывать на разные счета, на имя каждого. И здесь вы даже в плюсе, потому что если бы вы были в гражданском браке, то юридически вы были бы уже как бы взаимосвязаны. Знаете, вот эту всю эпопею, что подпиши при продаже чего-нибудь доверенность, что ты в браке или не в браке, возьми согласие супруга. Вот оно на самом деле только усложняет жизнь. Если изначально правильно делить весь доход в вашей гражданской семье по-честному и сразу, то вам будет даже лучше и спокойнее. При этом, конечно же, я никого не отговариваю от брака. И в браке при желании можно так организовать. Есть и брачные контракты, которые там прописывают сразу, кто что делится, как. В общем, с юридической точки зрения в двух этих вариантах можно организовать все безопасно для себя. Если вы об этом сама не позаботитесь, то никто другой за вас об этом не позаботится. Не ждите, что кто-то за вас это все сделает правильно. Делайте заранее все сами так, как максимально хорошо для вас. Кстати, если вы вдруг боитесь разговоров на эту тему со своим партнером, не знаете, как ему сказать, а как он отреагирует, а вдруг это превратится в конфликт и вас это пугает, а защитить свои интересы, позаботиться о себе нужно, то на моем курсе про отношения вы можете научиться определенным формулам, как строить разговор, какие фразы говорить, чтобы разговор на любую тему, где вы конфликтуете, где у вас разные точки зрения, а вам нужно как-то договориться, превратился не в борьбу, не в ругань, не в ссору, а в продуктивный, хороший конфликт, в итоге которого вы все-таки находите какое-то решение, которое устраивает в какой-то степени плюс-минус, да, не идеальное, но оно устраивает вас обоих, и при этом вы не отдаляетесь друг от друга, а сближаетесь, потому что чем больше вы с вашим партнером проходите конфликтов успешно, без вот этого отдаления, тем крепче вы становитесь как пара. Ну и напоминаю, что чтобы пройти вот часть курса, где есть эти модели, формулы разговора, то начать нужно с первого курса, который прямо сейчас бесплатно можете начать проходить. Ссылка внизу.